Покажу вам сегодня прекрасный парк в городе Кассель. Какое семейство здесь деревьев. Посмотрите, как красиво. Такие ели элегантные, стройные. Это такое великолепное здание в парке находится. По размеру очень масштабные. Такие колонны. Видите, здесь такой полукруг, а здесь уже прямая идет конструкция. И часть на реставрации находится с той стороны. Смотрите, какие фонари красивые. Не просто фонарь, а фонарь. Сюда нужно, наверное, живой огонь зажигать, но в древности, наверное, зажигали, но сейчас я вижу здесь лампочка. Где-то здание высоко. Также в этом парке находятся два замка. Это Вильгельмсхёе и Лёвенбург. Они выстроены, данные замки, в стиле барокко, как вы уже обратили внимание. Хотя вообще в целом парк отражает более европейское искусство и историю разных эпох. Ныне же парк уже не соответствует, конечно же, канонам барокко, в большей степени соответствует традициям английской парковой архитектуры. Строительство парка началось в 1696 году и продолжалось 150 лет. Здесь нашли вот эти шары перед зданием. Тут отражены знаки зодиака. Вот это близнецы, видимо, рак, лев, да. После рака лев идет дальше дева, но уже не видно. Дальше идут весы, потом стрелец, насколько я точно помню. Стрелец, вот он, скорпион. Вот тут овен даже видно. А кто вы по знаку зодиака? А этот шар отражает нашу Землю. Видимо, до потопа. Потому что Америка, смотрите, где. Вот здесь. Азия с той стороны. Но сейчас Америка вот так выше, да. Здесь что? Африка. Это все по-другому было когда-то. И здесь Азия. Так интересно. Сейчас здесь находится галерея. Это не опера и не балет, это здание, где находится множество картин. Но закрыто по известным причинам, конечно. Это горный парк Вильгельмсхёе площадью 2,5 квадратных километра. Находится в городе Кассель. Недалеко от нас, кстати. В 2013 году был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Какой статус, представляете себе, да?
В парке есть водяные каскады. Вот там впереди сейчас будем туда направляться. И статуя Геркулеса на самой вершине, вот там. Началось строительство парка в 1696 году и длилось 150 лет. Как долго строился этот парк. Я рассказываю вам сейчас так все быстренько, потому что ветер. Не знаю, если успею рассказать в другом месте. Красивые лебеди. Не будем подходить близко, мешать. Какой прекрасный звук воды, шум фонтанов, как будто очищает изнутри. Отдыхаешь душой, конечно, в таких местах. Вот здесь лепестки роз. Кто-то, наверное, устраивал праздник. Здесь даже мостик из камней, видите? Какой красивый, как сказочный. И очень часто стоят лавочки, чтобы посидеть и полюбоваться видами. Прекрасный вид.
Каскад фонтанов и водопадов, которые вы видите, был построен почти 300 лет назад. Он является уникальным произведением садово-паркового искусства. Техническая основа у него состоит из такой хитрой системы резервуаров разных, прудов, каналов, без применения каких-то насосов вовсе. Свой путь водный каскад, водный поток начинается с вершины 500-метровой горы, где Геркулес находится. Покажем вам. Оттуда вода уже за 1 час спускается до Вильгельмсхёе дворца, где вы уже видели. И также здесь есть еще искусственный гейзер, извергающий примерно 52-метровый столб воды. Мы на вершине горы. Видите, вот эта часть называется виадук. Раньше служила местом, чтобы воду отводить. Так я внизу прочитала. Пройдем еще один живописный пейзаж, просмотрим.
Видите, мы уже близко, друзья. Вот оттуда, там статуя Геркулеса, вниз к замку Вильгельмсхёе спускается вся эта вода. Сейчас я вам покажу так аккуратно. И за 1 час проходит весь этот путь по водопадам. И вот там Вильгельмсхёе. И вид на город. Представляете, какая задумка? Достойно наследия ЮНЕСКО, действительно, это место. А здесь вот такая стена и статуи. Дракон здесь я различаю. 2 дракона, наверное, да? 2 дракона сражаются. И там еще одна статуя. Главные исследователи. Но внутри ничего. Может быть, там раньше статуя стояла какая-то. Вода? Где-то я читала, что вот такие страшные статуи раньше служили как оберег места. Они отгоняли злых духов. Вот такие страшные, не очень приятные статуи. Вот они отгоняли злых духов. Не знаю, насколько это точно. Тут и рыбы, и все, что можно. Вот там плавники сверху. Стоп, не проходим мимо. Дубль 2. Вот так идешь и думаешь, что там впереди земля. А нет. Здесь вода. Как и в жизни. Идешь, думаешь, так будет, а там не так. Впереди. Удивляет с каждым шагом этот парк меня. Какая водичка, ручеек. Как будто играется, журчит.
такая лестница, как серпантин идет. А кому-то только палочки, камешки и шишки волнуют, да? Интересует. Когда-то это построили люди 300 лет назад. У меня нет слов, чтобы описать это, честно сказать. У кого-то этот проект, план был в голове, представляете? Может, он ему приснился? Это надо быть очень творческим человеком. Но летом здесь тоже вода, я так понимаю, стекает. Сейчас не включили еще. И по краям, видите, вот с боков здесь и там деревья посажены. Как хорошо, что смогли сохранить это место красивое. Вот и здесь деревья. И вот там на самой вершине, вы заметите, Геркулес, к которому мы движемся. Вот он. Меня больше впечатляет все остальное, нежели сам Геркулес. Здесь стая рыбок красных, посмотрите. Как они плывут так плавно. Красота. Еще увидела здесь с трезубцем короля воды. Царь воды. Видите? Вот там из античности. Но не очень видно, отсвечивает. Кому нужна кардионагрузка, нужно приходить сюда. Один проход наверх и все. Здоровье обеспечено. Вот здесь летом вода стекает. Видите, здесь две статуи. Они как бы в рог дуют, я так понимаю. И вот это величие. Ну тут вода. Наверное, такой торжественной атмосферы создает. Водопад. Идем вперед, не оборачиваясь. Это принцип. Вот видите, здесь часть воды стекает. Но совсем небольшая. Я все смотрю и восхищаюсь, как же они строили вот всю эту красоту. Заливали, наверное, формы, вот эти бетон, в эти формы какие-то, что видно, что как залито, да? Создать такую красоту. Дошли до вершины, но дальше нельзя. Тут такие ворота. Видите? Блокирующиеся. Не знаем, как проходить. Мы пробовали, но никак. Но ничего, самое интересное впереди. Не расстраиваемся.